Продолжаем тему Центральной Азии, региона, населенного различными этническими группами. Население Центральной Азии, проживавшее вдоль Великого Шелкового пути, весьма разнообразно. Оно подверглось генетическому и культурному влиянию тысячелетнего взаимодействия между Востоком и Западом. Генетические исследования останков Бронзового века 3100-1300 годы до нашей эры из Центральной Азии показывают существенные временные изменения в генетическом составе популяций, указывающие на обширные миграции и экспансию с запада на восток оседлых скотоводов из западных степей, которые сформировали однородный генофонд к концу второго тысячелетия до нашей эры. В Железном веке 1300-900 годы до нашей эры кочевые скотоводы распространились по Евразийской степи, рассеяв скифскую культуру. Анализ древней ДНК из погребений саков и сарматов, связанных со скифской культурой, демонстрирует увеличение иранского и восточноевразийского генетического притока в южных и восточных образцах соответственно. В течение первого тысячелетия нашей эры на территории современного Казахстана образовались многочисленные конфедерации и империи, которые были связаны со значительным потоком генов. Например, ориентированная на мужчин экспансия кочевников хунну на запад из Восточной степи привела к значительной примеси восточноевразийских линий к центральным сакам и вытеснению индоевропейских народов, известных как кянгюи и усуни. Впоследствии сформировались и смешались друг с другом разнообразные тюркские кочевые государства, что привело к потокам генов между разнородными популяциями бывшей империи гуннов. После монгольского нашествия на территорию в 1211 году была создана Золотая Орда, которая в последующие века подверглась ряду раздроблений, что привело к созданию казахского ханства 1465-1847 годы. В течение этого времени кочевые племена разного происхождения проживали по всей территории современного Казахстана, и в конечном итоге они были организованы в три жуза или социально-территориальные объединения, основанные преимущественно по географическому признаку: старший жуз, средний жуз и младший жуз. Кочевое общество казахской степи было организовано на основе иерархической патрилинейной клановой системы генеалогических линий. Люди одной и той же генеалогической линии утверждают, что имеют общего предка, и несколько генеалогических линий объединяются в рода, которые в совокупности образуют племена. 12 племен старшего жуза в основном занимали южный и юго-восточный Казахстан. 7 племен среднего жуза проживают в восточном, северном и центральном Казахстане, в то время как 3 племени младшего жуза традиционно проживали в западном Казахстане. Некоторые степные рода не входили в состав жузов, особенно духовенство, Кожа и Сунак, и аристократия Таре. Представители родов Кожа и Сунак связывают свою родословную с исламскими миссионерами. Люди Таре утверждают, что являются прямыми потомками Чингисхана. В отличие от оседлого земледельческого населения Центральной Азии, казахи практиковали экзогамные браки в пределах 7 поколений, а партнер выбирался из другого рода. При этом женщины интегрировались в род своего мужа. Несмотря на глобализацию последних веков и переход к оседлому образу жизни, родоплеменная структура казахов сохранилась, и многие современные казахи знают племенную принадлежность и историю своего рода. При этом, учитывая, что родоплеменная принадлежность передается по мужской линии, анализ генетических маркеров Y-хромосомы может улучшить наше понимание мелкомасштабной демографической динамики популяции. Стоит отметить, что в случае с казахами гаплогруппы используются для конкретных задач происхождения родов, а не для общей популяционной истории, потому как по всему геному, как и по составу предков, казахи из всех жузов практически не отличаются, ведь в основе происхождения казахов лежит сложный процесс смешения популяций Евразии, включая различные западные, южные и восточные группы, говорившие на разных языках. В очередной работе авторы представляют результаты исследований 1171 гаплотипа Y-хромосомы среди всех существующих казахских племен, включая Таре и Кожу, с целью оценки взаимосвязи племен и жузов среди казахского народа современного Казахстана. Стоит отметить, что ожидаемые расширенные данные по среднему жузу авторы обещают опубликовать позже.
Результаты. Наиболее частой гаплогруппой в казахском населении была Си2М217 – 51,9%. Эта гаплогруппа присутствовала во всех исследуемых племенах. Ее частота варьировалась от 11% у канглов и аргынов до 100% у шакшамов. Но от них в анализе было всего 6 образцов. Стоит отметить, что количество информации по целому геному и по отдельным маркерам значительно отличается. Это так для памятки. Также хочу заранее извиниться, если какое-либо название произношу неверно. На смысл это не влияет. Другой важный компонент казахского генофонда представлен гаплогруппой R 12,8%, которая имеет 3 субклада: R1A1A M17 6,5%, R1B M343 5,6% и R2 M479 0,8%. Гаплогруппа R1A1A M17 наблюдалась в 18 из 24 племен и наиболее часто встречалась у представителей племени Ашакты 31% и так называемых людей белой кости из рода Кожа 31,3%. Субклад R1B M343 был обнаружен в 12 казахских племенах и имел самую высокую частоту у кепшаков 36,8%. Наконец, субклад R2 M479 наблюдался в 5 племенах с низкой частотой и был наиболее распространен у представителей рода Кожа 6,3% и племени Жалаиров 5,4%. Гаплогруппы OU, представленные OU2 M122 и OU1B2, последняя предсказана проектом Невген, G, G1M285 и G2AP15, N, M231, J, J1M267 и J2M172 и QM243 наблюдались с частотами менее 10% в разных племенах, но были обнаружены с более высокими частотами в одном или нескольких племенах. Например, гаплогруппа OU2 M122 в целом в отобранных образцах встречалась с частотой 8,3%, но при этом была обнаружена у 52,3% найманов. Гаплогруппа G в общем встречалась с частотой 7,9%, причем большинство, 7,1%, принадлежало к линии G1M285, а 0,8% к G2AP15. Но значительная разница была между племенами, и 54% мужчин из племени Аргын имели гаплогруппу G1M285, а наибольшая частота гаплогруппы G2AP15 наблюдалась в племени Уак 18,2%. Гаплогруппа NM231 имела глобальную частоту около 6,9%, но была распространена в племенах Сергели 64,1%, Уак 45,5%, племени Таре 16,7% и племени Жалаир 15,1%. Гаплогруппа J, представленная субкладами J1M267 и J2M172, имела глобальную частоту 6,2%, часто встречаясь в племени Исты. J1M267 39,4% и J2M172 3%. Кроме того, J2M172 также обнаружена у рода Кожа 18,8%. Наконец, гаплогруппа Q имела низкую общую частоту 3,1%, но была широко представлена у канглов 66,7%, в то время как ее частота составляла менее 5,5% во всех других племенах. Другие же гаплогруппы продемонстрировали частоты ниже 2% в выборке. Y-гаплогруппы, нанесенные на карту Казахстана, отражают исторический след монгольских захватчиков, которые свирепствовали в Центральной Азии в XIII веке, поскольку гаплогруппа Си2 чаще встречается в южных и западных частях страны, где прошли монголы. Например, в южных и западных регионах Казахстана племена албанов, конгратов, дулатов, баюлов и алимулов имеют частоты Си2М217
более или равные 70%, в то время как племена, расположенные в центре и на северо-востоке страны, такие как аргыны, уак, найманы, канглы, исты и кепшаки, имеют более низкие частоты, в большинстве случаев менее 30%. Разнообразие гаплотипов. У 1171 человека было обнаружено 577 различных гаплотипов, из них 429 наблюдались однократно, а остальные 142 от 2 до 51 раза. При этом 15 гаплотипов наблюдались более или около 10 раз. В целом это привело к значительному разнообразию гаплотипов Y-хромосомы 0,9938 десятитысячных, плюс-минус 6 десятитысячных, что отражает глубокие отцовские линии разного происхождения в выборке. Однако дифференцирующая или различающая способность выборок, основанная на распределении частот гаплотипов, составила 55,17%, что отражает высокую частоту нескольких гаплотипов. 7 из 9 наиболее часто встречающихся гаплотипов принадлежали к гаплогруппе C2. Из них 2 наиболее распространенных, HT1 и HT2, наблюдались у 51 человека, в то время как третий гаплотип C2-HT3 наблюдался у 37 человек. HT1 присутствовал у 38 баюлов и 6 алимулов. Оба этих племени принадлежат к младшему жузу, территориально расположенному в Западном Казахстане. HT2 был выявлен у 32 дулатов и 10 албанов. Оба племени из старшего жуза в юго-восточном регионе. Наконец, гаплотип C2-HT3 отмечен у 37 конгратов среднего жуза. Наиболее часто встречающийся гаплотип HT4, не относящийся к C2, принадлежал гаплогруппе G1 и был обнаружен у 34 человек, 26 из которых принадлежали к племени аргынов среднего жуза в северном и центральном Казахстане. Структура популяции. Анализ молекулярной дисперсии показал, что от 73 до 71% различий в разнообразии коротких тандемных повторов на Y-хромосоме объясняется изменчивостью внутри племен, а по индексу фиксации от 27,3 до 29,3% общего разнообразия обусловлено межплеменной дифференциацией. Попарные значения индекса фиксации между племенами варьировались от 0,3 между баюлами и алимулами до 0,19 между сергели и шакшамами. В таблице для простоты восприятия, чем меньше значение, тем ближе представители этих племен друг к другу. Помимо этого, несмотря на очевидную более высокую частоту гаплогруппы C2M217 вдоль южных и западных границ Казахстана, отслеживающих монгольское вторжение, не было обнаружено существенной корреляции между генетическим и географическим расстоянием между людьми. Структурный анализ. Визуализация структуры коротких тандемных повторов на Y-хромосоме по племенам и гаплогруппам подтверждает наличие по крайней мере 3 подгрупп в пределах C2M217. Светло-зеленый – старший жуз, бирюзово-голубой – средний жуз и розовый – младший жуз. Аналогичным образом, структурный анализ выявил наличие некоторых однородных гаплогрупп, например, G1, O2 и R1A1A, которые тесно связаны с некоторыми племенами, например, G1 с аргынами, а O2 с найманами. Многомерное шкалирование. Этот анализ позволил более детально изучить взаимосвязь между племенами и гаплогруппами. Он показал, что хотя многие из гаплогрупп попадают в середину координат с несколько отчетливой кластеризацией, гаплогруппы распределены по племенам рассеянно. Однако есть 3 отдельных кластера гаплогруппы C2M217, которые в целом соответствуют 3 подгруппам, обнаруженным в анализе структуры. Первый встречается у многочисленных племен младшего и среднего жуза, в частности у баюлов, аргынов, алимулов и кепшаков, и соответствует гаплотипам розового цвета в анализе структуры. Второй встречается среди различных представителей старшего жуза, включая представителей албанов, шапраштов, ашактов, дулатов и суанов. Все они проживают в юго-восточном Казахстане и соответствуют гаплотипам лимонно-зеленого цвета. Наконец, третий кластер, гаплогруппа C2M217,
встречается преимущественно среди представителей племени конгратов, соответствующего гаплотипу бирюзово-голубого цвета. Другие отдельные кластеры в анализе многомерного шкалирования относятся к гаплотипу OU2, который наиболее часто встречается у найманов с джалаирами, и к гаплотипу G1, который встречается во многих племенах, но особенно у аргынов. Остальные гаплотипы на графике многомерного шкалирования имеют перекрывающиеся диапазоны. Это указывает на то, что между людьми с гаплогруппой C2M217 существуют дополнительные различия в субкладах, которые требуют дальнейшего подтипирования. Таким образом, анализы демонстрируют, что существуют широкие различия между гаплогруппами среди трех жузов, в частности различия в гаплогруппе C2M217 между жузами, а также большие различия в частотах некоторых Y-гаплогрупп среди племен. Выводы. В этом исследовании разнообразие Y-гаплотипов у казахов достигло значения 0,9929, что отражает глубокие отцовские линии разного происхождения в выборке, в то время как разнообразие гаплотипов казахов из Синьцзяна оказалось ниже, возможно, из-за эффекта основателя у мигрировавших в Китай казахов. Проще говоря, это когда на новую территорию переселилось малое количество людей и дало начало новой популяции. Большая часть оценок генетического разнообразия, полученных для коротких тандемных повторов на Y-хромосоме, были одинаковыми для казахов из Казахстана и Китая. Однако генетическое разнообразие локуса DYS448 было в 2 раза выше у казахов Синьцзяна. Интересно, что наиболее частый гаплотип у казахов из Китая также является одним из наиболее распространенных гаплотипов среди казахов из Казахстана. Гаплотип HT8 связан с гаплогруппой OU2, которая встречается с частотой 52,2% у представителей найманов, проживающих в Восточном Казахстане. Более того, казахские популяции в Алтайском крае также характеризуются значительной долей носителей OU2 от 31 до 40%. Удивительно, но несмотря на высокую частоту гаплотипа OU2 в казахской популяции, у казахов из северо-западного Китая не обнаружено мужчин с этой гаплогруппой. В отличие от высокого разнообразия гаплотипов, дифференцирующая или различающая способность 15 локусов коротких тандемных повторов на Y-хромосоме составила всего 0,5517. Это говорит о том, что несмотря на включение в исследование только неродственных мужчин, люди из одних и тех же или разных племен могут иметь идентичные гаплотипы, предположительно отражающие глубокое патрилинейное происхождение среди казахов, то есть общих предков. Например, различающая способность у китайцев из провинции Шаньси, Северный Китай, составила 0,9865, что указывает на высокий потенциал для генетического различия между мужчинами в этой популяции. Но у казахского населения из Синьцзяна, Северо-Западный Китай, различающая способность составила только 0,595. Этот показатель в новой выборке из Казахстана также ниже по сравнению с некоторыми данными из европейских и азиатских популяций для того же набора из 15 локусов коротких тандемных повторов на Y-хромосоме. Это говорит о том, что казахи менее разнообразны. Однако следует учесть, что показатели разнообразия варьируются в зависимости от используемых систем генотипирования коротких тандемных повторов. По мере увеличения количества наборов маркеров, индексы разнообразия также увеличиваются. Результаты анализа молекулярной дисперсии и теста мантеля в новом исследовании подтвердили, что между жузами существует значительно меньше генетической изменчивости, чем ожидалось в рамках иерархической модели генетической структуры. Это говорит о том, что структура жуза не оказывает основного влияния на генетические отношения между казахскими племенами, и что объединение в жузы было скорее условным, чем социально-территориальным, как предполагали другие авторы. Тем не менее, примерно 10% генетической изменчивости среди казахов приходилось на вариации между жузами. Кроме того, анализ многомерного шкалирования показал некоторые различия в структуре гаплогрупп между племенами жузами, особенно для гаплогруппы C2M217.
В анализе молекулярной дисперсии разделение генетической изменчивости внутри и между племенами показало, что примерно 27% генетической изменчивости обнаруживается между племенами и около 73% внутри племен. Также авторы не нашли доказательств взаимосвязи между генетическими и географическими по месту рождения расстояниями между людьми, несмотря на очевидную более высокую частоту гаплогруппы C2M217 вдоль южных и западных границ Казахстана. Анализ многомерного шкалирования и структуры показал, что в некоторых гаплогруппах существует значительное разнообразие. В этом плане особенно интересна гаплогруппа CM217. Это наиболее распространенная гаплогруппа у современных казахов. Но анализ, приведенный в описываемой работе, показывает, что у нее существует по крайней мере 3 различных субклада. Один из них доминирует в племенах младшего жуза, в основном у баюлов с алимулами, другой у конгратов среднего жуза, и третий почти во всех племенах старшего жуза. В предыдущих работах, в которых принимали участие люди из 10 племен старшего жуза, 5 племен среднего жуза и 3 племен младшего жуза, были выявлены 3 дочерние ветви гаплогруппы CM217, CM401, CM86 и CM407. Авторы отмечают преобладание CM401 в племенах старшего жуза, CM86 в племенах младшего жуза, а CM407 у конгратов среднего жуза. Новые результаты подтверждают эти данные. Однако дальнейший углубленный анализ ряда однонуклеотидных маркеров гаплогруппы CM217 позволит определить, какие субклады этой гаплогруппы точно присутствуют в популяции современных казахов. В целом генетическая изменчивость между жузами отмечена на уровне около 10%, а между племенами внутри жуза около 20%, что свидетельствует о наличии различий в структуре гаплогрупп среди казахских племен. И хотя авторы не нашли доказательств линейной зависимости между генетическим и географическим расстоянием, наблюдается более высокая частота гаплогрупп C2 вдоль южной и западной границ Казахстана, что соответствует как пути монгольского вторжения, так и приблизительному маршруту древнего шелкового пути. Для дальнейшего выяснения этой динамичной истории необходим более широкий пространственный и временной анализ разнообразия коротких тандемных повторов на Y-хромосоме среди казахских племен в контексте других групп Центральной Азии. А я, как обычно, на этом не прощаюсь и желаю всем добра. А также хочу отметить, что как никогда нуждаюсь в вашей поддержке. То, чем занимался последние несколько лет, может быстро разрушиться. Ссылки на резервные источники оставлю в закрепленном комментарии. Посмотрим, что из этого выйдет.